Добрый день, мы из Украины, и я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится, и тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 20 февраля, киевское время, 19 часов. Ну, день насыщенный событиями, сутки насыщенные событиями, так будет вернее сказать. И я бы начал с того, что сегодня страна чтит память героев Небесной Сотни. Сегодня годовщина расстрела Небесной Сотни на Майдане, и она ознаменовывается тем, что тогда война только начиналась. Сейчас она продолжается в более своей жестокой, более кровавой и масштабной форме. Хочу привести цитату генерала Залужного, главнокомандующего Вооруженных сил Украины и сил обороны Украины, объединенных. Он сказал: это напоминание о высокой цене нашей свободы и о ценностях, за которые мы воюем. Тогда, на рубеже 13-14 годов, украинцы сделали свой цивилизованный выбор. Прямо с Майдана тысячи добровольцев сразу ушли на фронт. С 24 февраля 2022 года этот фронт растянулся более чем на 3000 километров. Но нас это не испугало. Мы продолжаем борьбу, и мы победим. Генерал Залужный. Вот такая сегодня дата, очень знаменательная, траурная дата памяти, день памяти героев Небесной Сотни. Кстати, прошло столько лет, ни один человек, до сих пор расследование не закончено, и ни один человек за расстрел этих людей не наказан, не привлечен к ответственности. Кстати, даже к политической. Я уже не говорю об уголовной. Ну и второе событие, которое потрясло мир. Это не громкие слова, именно так бы я это интерпретировал. Это неожиданный приезд Байдена в Киев. Ну как неожиданный? Я, например, предполагал, что он захочет посетить Киев. Неожиданным они сделали по времени этот визит. Сегодня по расписанию Белого дома, сегодня Байден должен был обедать с женой в ресторане, посещать какие-то мероприятия, и завтра утром должен был появиться в Варшаве. Такой распорядок Белого дома. Сегодня в 8 утра Байден по киевскому времени вышел из поезда в столице нашей страны. Вот в этом плане он был неожиданный. Но понимая всю серьезность данного визита и непредсказуемость поведения или алогичность поведения Российской Федерации, за несколько часов до прибытия, я так понимаю, с момента пересечения границы, за несколько часов до прибытия Байдена в Украину, американская сторона уведомила российскую сторону, чтобы исключить возможность инцидентов двух ядерных держав. Поэтому было. Но скажу так, что я не знаю, что завтра может сказать Путин в своей речи и после визита Байдена в Киев. Байден сказал несколько ключевых фраз. Ну, например, что мы пришли сюда навсегда. И мы здесь останемся. Мы пришли сюда, чтобы помочь Украине, и мы здесь остаемся. То есть он дал понять, что Украина в том числе относится к цивилизованному миру, входит в круг интересов, в том числе и Соединенных Штатов и Европейского Союза. И мы хотим с ними объединиться. Мы об этом не раз уже говорили. И готовы начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Вот. И, соответственно, он показал, что Соединенные Штаты будут нас поддерживать всегда и столько, сколько надо. Ну, более подробно о визите мы поговорим с вами в разделе «Военно-политическая обстановка». На данный момент визит закончился, президент Соединенных Штатов отбыл в Польшу, и визит его в Европу европейское турне будет продолжаться до конца рабочей недели, я так понимаю, до пятницы. Ну а мы возвращаемся с вами к нашей войне. Никто за нас воевать не будет, это тоже мы помним. И начинаем разбирать оперативную обстановку, которая произошла за прошедшие сутки. Итак, противник нанес 10 ракетных ударов
и 25 авиационных ударов. В основном это пришлись удары по Луганской, Донецкой и Запорожской областям. Совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Угроза нанесения удара в Российской Федерации остается высокой по всей территории Украины. Кстати, надо сказать, что сегодня, выходя из Михайловского собора, два президента как раз застали воздушную тревогу. Байден и Зеленский выходили из Михайловского собора, и в Киеве звучала воздушная тревога. Ну, это никак не поломало планы двух президентов по их рабочей встрече. Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За минувшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Грениковка Харьковской области, Белогоровка Луганской области, Васюковка, Берховка, Бахмут и Ивановская Донецкой области. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. За прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Черниговской, Сумской, а также Харьковской областей. На оперативных направлениях Купянском и Лиманском противник продолжает атаковать наши позиции от населенного пункта Площанка и Кременная. Успеха за прошедшие сутки не имел. Ситуация в лесах в районе Кременной, это вот эти лесопосадки, которые от Кременной в сторону Лимана, ситуация тоже не изменилась, линия фронта остается стабильной. В последнее время темп продвижения российских войск очень снизился и продолжает идти на убыль. То есть изначальное начало движения по оккупации наших территорий в сегодняшний день практически остановилось. Да, оно еще есть, они продвигаются. Кстати, Институт изучения войны делает вывод, что российские войска несут потери 2000 человек на 100 ярдов продвижения вглубь нашей территории. 100 ярдов это 93 метра. Почти можно сказать 100 метров. Да? Так я вам скажу, что по таким темпам Шойгу и Герасимов опередили Жукова. Почему? Потому что, насколько я помню из военной истории, 750 человек потери были на километр фронта, продвижения фронта в Корсунь-Шевченковской операции советских войск при освобождении Украины. Примерно такие же потери были при штурме Зиеловских высот. Так что нынешние превзошли предыдущих. Обскакали они Жукова почти в 2 раза. Даже больше. На Бахмутском направлении оккупанты пытаются продвигаться в сторону Берховки и Ягодного. Однако в результате стабилизационных действий вооруженных сил Украины удалось сбавить темп вражеского наступления. Продолжаются городские бои в самом Бахмуте, а на юге противник пытается усилить давление, но безуспешно. В самом Бахмуте продвижение наших войск уже наблюдается в сторону восточной окраины противника вдоль улицы Патриса Лумумбы. Мы скоро уже с вами наизусть будем знать весь город Бахмут, все его особенности. Я просил вчера ответить на вопрос, сегодня я озвучу, что такое самолет, что такое Мариупольское кладбище в Бахмуте. Все, спасибо местным жителям, все написали, ответили, разъяснили. Я сегодня об этом расскажу всем. На Авдеевском и Шахтерском направлениях продолжаются бои у Красногоровки и в Марьинке. Противник успеха не имеет, идут позиционные бои с применением артиллерии и авиации. На Запорожском направлении без изменений, то есть ситуация стабильная, позиционные бои, обмен огневыми ударами, но наша артиллерия наносит поражение по скоплениям врага.
Зафиксировано прибытие на участок боевиков частной военной компании «Вагнер». В частности, были замечены колонны автобусов в районе города Мелитополь. Я так понимаю, что российское командование готовится и укрепляет, пытается Мелитополь превратить в укрепрайон. Они очень боятся нашего контрнаступления именно на этом направлении. Именно Мелитополь является ключом к успеху на запорожском направлении вооруженных сил или сил обороны Украины. На Херсонском направлении огневому воздействию подверглись город Херсон, а также город Очаков Николаевской области и ряд населенных пунктов Херсонской области вдоль правого берега реки Днепр. Есть пострадавшие среди мирных граждан. Как вывод по оперативной обстановке за прошедшие сутки можно сделать следующий. Противник нацелен на то, чтобы окружить Бахмут с севера и юга, но на сегодняшний день можно сказать, что причин для паники нету. Ситуация очень тяжелая, но контролируемая со стороны сил обороны Украины. Оккупантам не дают сделать окружение, ведь как только на выступах начинает концентрироваться личный состав, наша артиллерия наносит огневое поражение. Редко, но метко. Конечно, нельзя гарантировать, что Бахмут будет и дальше удерживаться так же успешно, как и сейчас, но, как сказал президент Зеленский, Бахмут будет удерживать, пока это будет разумно. Вот так сформулировал президент. Конечно, если мы наносим на 100 метров продвижения противника, они несут потери 2000 человек, то я считаю, что это оправдывает удержание города Бахмут и становится целесообразным. Когда ситуация изменится, то, наверное, Генеральный штаб примет другие решения относительно города Бахмут. Что касается российских оккупанты, ситуации на оккупированных территориях. Российские оккупанты всеми способами оказывают давление на гражданское население на временно захваченных территориях. В отдельных населенных пунктах Херсонской области захватчики обустраивают места в административных зданиях для незаконного содержания граждан Украины, подозреваемых в сотрудничестве с силами обороны из-за проукраинскую позицию. Но это неудивительно, они очень боятся, что население ждет освобождения от русского мира и, естественно, стараются максимально помочь силам обороны Украины. Поэтому они принимают вот такие жесткие меры, жестокие меры, я бы даже сказал, по отношению к гражданскому населению. Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла порядка 20 авиационных ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, 7 ударов по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях, а также еще 2 удара по другим важным объектам противника. Также наши защитники сбили вражеский самолет Су-25, опять Су-25 сбит, 2 беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10 и 2 дрона Камикадзе типа Ланцет-3. Кстати, надо отметить, что уничтожение, планомерное вот такой вынос систем ПВО противника уже привел к тому, что Российская Федерация, есть прецедент, снимает системы ПВО с Арктики. Если раньше они там в Арктике пытались наращивать военную группировку, то уже замечен дивизион ТОР-М2, который прибыл, арктический вариант этого комплекса. Его привезли на материк, и я так понимаю, что он появится скоро либо на просторах Украины взамен комплексов С-300, потому что их надо отправлять на регламентный ремонт и обслуживание после такой интенсивной эксплуатации, либо он станет где-то на просторах Российской Федерации для закрытия неба России, потому как система ПВО страны Российской Федерации тоже оказалась такой же фейковой, как и сама вторая в кавычках армия мира, армия Российской Федерации.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили батарею реактивных систем залпового огня противника, то есть мы продолжаем выносить ихнюю артиллерию. Ну и ситуация в акватории Черного моря по состоянию на утро сегодняшнего дня. В Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей. Из них один носитель крылатых ракет «Калибр». И общий залп этого носителя может составить 4 ракеты. Вот такая вот военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну а теперь немножко поговорим о военно-политической обстановке, которая сложилась вокруг Украины и в самой нашей стране. Ну, из таких заявлений, существенных, касающихся нашей страны, я бы отметил вчерашнее заявление Риши Сунак, это премьер-министр Великобритании. Он сказал, что страны НАТО должны закончить разработку проекта гарантий безопасности для Украины до июля месяца. Он также добавил, что, по его мнению, переломный момент в войне уже начался, поэтому Украине нужно больше вооружения, чтобы получить преимущество. Ну, это, кстати, радует. Если мы к лету будем иметь уже план проекта гарантий безопасности для Украины, я так понимаю, эти гарантии безопасности будут подписываться и вступят в силу сразу после окончания этой войны. Это вселяет некоторый оптимизм в плане сроков окончания этой войны. Но вот наши военные говорят о том, что Россия стягивает войска на Донецкое направление. Это может свидетельствовать о подготовке массированного наступления на годовщину полномасштабного вторжения, а именно 24 февраля. По данным разведки, россияне на Донецкое направление, это Авдеевка, Бахмут, Угледар, Марьинка, стягивают дополнительные силы. Если еще пару недель назад было около 160 батальонов, то сейчас уже 190 батальонов. Даже с неполной комплектацией. Это очень много людей. Если в среднем брать где-то они до 400 человек батальон, они даже не комплектуют его полностью людьми, как линейные батальоны по 500 человек, то да, это действительно довольно большая численность. Тут еще надо отметить то, что Российская Федерация на сегодняшний день практически полностью отказалась от формирования и ведения боевых действий таким видом, как батальонная тактическая группа. То есть вооружения настолько катастрофически просто не хватает, что они делают не мотострелковые, а стрелковые батальоны. И, соответственно, усиливать их нечем. Танков не хватает и артиллерии не хватает. Поэтому они воюют теперь уже просто батальонами. Они даже в стрелковых полках создают резервные батальоны. То есть 3 батальона линейных, 3 батальона линейных основных, батальон огневого усиления и 2 резервных батальона, в котором просто личный состав, который идет на восполнение потерь. Вот примерно такая структура стрелковых полков Российской Федерации. Поэтому, с одной стороны, да, они наращивают, и это вызывает, конечно же, у нас вызывает опасения. Мы готовимся к 24 февраля, понимая, что Россия не пропустит, Путин не пропустит этот день просто так. Россияне постараются нам сделать какую-нибудь большую пакость. Хотя с политической точки зрения, об этом будем сегодня еще говорить, таких возможностей у них довольно мало. А вот Институт изучения войны американский об этом же наращивании сил говорит, что у России не хватает резервов, чтобы увеличить масштаб наступления хотя бы в Луганской области. Аналитики считают, что основная фаза российского наступления в Луганской области продолжается, но Россия не имеет достаточных незадействованных резервов для увеличения масштаба или интенсивности наступления этой зимой. То есть, Донецкая, да, они усиливают, 30 батальонов они добавили, но с другой стороны, видите, на Луганском направлении нарастить усилия наступления они не могут, потому как резервов не хватает. Это, кстати, и относится к ответу на вопрос, будут ли наступления с других направлений. Вот то, что там
пытались разогнать новость, что 10 тысяч на границе Сумской области стоит, выяснилось, никто там не стоит, то есть 10 тысяч там никаких нету. Они не могут на сегодняшний день создать группировку там, в 40-50 тысяч с техникой и вооружением на каком-либо другом направлении для того, чтобы открыть второй фронт. Вот. Поэтому, да, усиление, допустим, на Донецком направлении вполне возможно. И, скорее всего, они это постараются сделать в текущую неделю, максимум там, первую неделю марта. Ну, а дальше, я думаю, что дальше наступит распутица. Сегодня днем плюсовая температура, ночью минусовая. Земля потихоньку оттаивает. И весна наступает, как бы кто не хотел. И мы приближаемся к весенней распутице, которая опять переведет войну, как в ноябре месяце, в позиционную войну. Никто не будет наступать по вот этой грязи по уши в грязи никто наступать не будет. Вот. Поэтому вот такая вот ситуация с одной стороны вроде как усиление, с другой стороны усиление, и мы говорим о том, что к началу марта мы ожидаем, что на территории Украины может быть сосредоточено до 400 тысяч военнослужащих Российской Федерации, а с другой стороны мы понимаем прекрасно, что это длина линии фронта 1000 километров, и глубина этой оккупированной территории в среднем 100 километров, плюс-минус. Поэтому эти 400 тысяч, они растянуты вот на этой узкой полоске вдоль юго-западной границы Украины и Азовского побережья. Что же, идем дальше. Приднестровье. Назначен новым премьер-министр Молдовы, им стал Дорин Речан. И одно из первых заявлений, которое сделал новый премьер-министр, естественно, он человек про европейских взглядов, и Молдова берет более уверенный курс. Считается, что нынешнее правительство наиболее прогрессивное в плане европейской интеграции Молдовы. И он говорил, что одно из первых своих заявлений он сделал, что Приднестровье должно быть демилитаризировано. И российские войска он заявил, что из Приднестровья необходимо выгнать российские войска, после чего интегрировать жителей региона экономически и социально. То есть вернуть Приднестровье под юрисдикцию Молдовы и восстановить территориальную целостность и суверенитет Республики Молдова. Будут ли к нам обращаться за помощью или нет, мы этот вопрос с вами много раз обсуждали, точнее, посмотрим, время покажет. Во всяком случае, такой настрой премьер-министра очень радует, потому что убрать этот российский военный анклав с Приднестровья для нас было бы очень хорошо и очень выгодно. Следующая новость пришла с Востока. Там начались совместные учения Южной Кореи и Соединенных Штатов. Япония объявила о том, что она там проводит тоже военные мероприятия согласно своих планов. Северная Корея сразу же напряглась и сделала пуск 2 баллистических ракет в акваторию Японского моря. Напоминая, что они такие же все грозные и готовы защищаться ядерным оружием от всех и против всех. Тут уже, наверное, трудно, кто скоро будет держать пальму первенства изоляции от цивилизованного мира, к Северной Корее или Российской Федерации. Наверное, у них уже началось социалистическое соревнование на эту тему. Так что вот так вот. Токио, руководство Японии инициирует заседание Совбеза ООН из-за новых ракетных пусков из Северной Кореи. Далее, президент Зеленский в своем обращении сказал несколько ключевых моментов, и хочется их отметить. Коротко, тезисно выступление президента Зеленского можно свести к таким нескольким тезисам. Это самый главный тезис, что Украина готовится к короткой войне и к победе. Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующее
наступление, сказал президент Зеленский. Из его заявления самое важное: Бахмут не будут держать любой ценой. Мы будем воевать, пока это будет разумно. Ну, то, что мы с вами и говорили, что если будет целесообразность, будет удерживать. Если целесообразности не будет или будет угроза окружения, то, конечно же, наши войска оставят город Бахмут. После захвата Бахмута россияне хотят продолжить наступление до Краматорска и Славянска, вплоть до границ Донбасса и Днепра. Это президент озвучил, украинское слово забаганки, желание российского командования и политического руководства. Далее, украинские войска сейчас намного сильнее российских, никто их не боится, все идет не по их планам. То есть знаменитая фраза Путина «все идет по плану» сегодня не соответствует действительности. Далее президент отметил, что надеется, что Китай сохранит свою прагматичную позицию, иначе мы рискуем Третьей мировой войной. Это относилось к заявлению Энтони Блинкена о том, что Китай подходит к опасной черте и может начать передачу вооружений, летальных вооружений для Российской Федерации. Но мы обсуждали с вами этот вопрос, что, скорее всего, Китай торгуется за свою переговорную позицию в отношениях с Соединенными Штатами. Ну и завершил свой спич президент фразой «Мы готовы помочь Молдове». Кстати, мы возвращаемся с вами, помните, летом мы говорили о том, что в принципе у нас достаточно сил и средств для того, чтобы, если Молдова попросит, мы не Россия, мы не вмешиваемся во внутренние дела сопредельных или соседних государств, но если будет политическое обращение Молдовы официально, мы можем оказать военную помощь в плане разоружения, подчеркиваю, разоружения и демилитаризации территории Республики Молдова, которая находится за рекой Днестр. Из заявлений Байдена надо отметить, визит уже завершился. И, соответственно, самое главное это то, что мы пришли и остаемся с вами. Остаемся столько, сколько надо, сказал Джо Байден. Поддержка Украины будет столько, сколько надо. Также было из главных заявлений, что оказывается, я так понимаю, это то, что осталось за закрытыми дверями, но Джо Байден об этом сегодня сказал вслух. Оказывается, танковая коалиция из 8 стран, это не просто так. Они собрали для Украины 700 танков и 1000 бронемашин, 1000 артиллерийских систем и более 2 миллионов артиллерийских боеприпасов, более 50 ракетных систем и средств ПВО, сказал Джо Байден. Вот такие результаты, я так понимаю, что это результаты заседания в формате Рамштайн. Вопрос, когда и в каких количествах это придет в Украину, опять же остается за закрытыми дверями. Благо мы хоть узнали, что в Рамштайне не просто так посидели, поковырялись в носу и разошлись. Нет, видите, результативность есть. Практически очень напоминает мне те цифры, которые озвучивались в середине лета прошлого года нашим военным и политическим руководством в ответе на вопрос, сколько же вам надо техники для того, чтобы победить в этой войне. И тогда именно так и звучало: 600-700 танков, где-то до 1500 этих артиллерийских систем и 2-3 тысячи боевых бронированных машин. Примерно, не чуть меньше, но тем не менее номенклатура и цифры примерно в тех порядках, которые мы заявляли еще летом прошлого года. Так что вот такой вот визит: политическая поддержка, военно-техническая поддержка и экономическая поддержка. Украина со всех сторон, будем так говорить, опекаема Соединенными Штатами и коллективным Западом во главе с Соединенными Штатами Америки. И, естественно, не мог я, вишенка на торте, как всегда, на пасашок, самая интересная новость, о которой стоит поговорить, это России же надо чем-то отвечать. Завтра, кстати, речь Путина перед федеральным собранием, 24-го вроде как годовщина нападения
массированного вторжения российских войск в Украину. Вот. А тут такие, ну, они знали о визите, я думаю, что они предполагали. Ну, если мы с вами допускали такую мысль, что может быть встреча Байдена и Зеленского, она и произошла. И то, что Байден вообще пожелал посетить Киев, хотя его спецслужбы настаивали на том, что лучше где-то на границе встретиться. Но говорят, что лично Джо Байден настоял на том, чтобы ехать в Киев. У нас остался только Си Цзиньпинь один. Я так понимаю, что он в числе последних, наверное, посетит Киев и будет проситься, чтобы его приняли в Киеве, потому что сегодня действительно мувитон среди мировых политиков и лидеров, кто еще не посетил Киев. Так вот, Российская Федерация позавчера объявила о неплановых масштабных учениях с стратегическими ядерными силами. На сегодняшний день они задействовали две компоненты. Это воздушную и морскую компоненту этих триады ядерной. Сухопутная компонента пока нет данных, только развернутая командная система боевого управления. Это монолит. Кстати, очень странная система. Она имеет два канала связи. Основной канал это двухсторонний, то есть распоряжение сверху вниз и сбор ответной информации снизу вверх. А вот резервная система, точнее резервный канал системы управления монолит, он односторонний. То есть они предполагают, что войска уже отвечать им, наверное, не будут. Но тем не менее они команды сверху вниз слать будут. А вот обратной связи уже резервная система не предполагает. Какая-то вот странная или недостроенная может быть. Может на бумаге она и двухсторонняя, и в резервном отношении, ну как всегда в России. Вот. Но пока так. Да, и неделю назад мы получили с вами информацию от норвежской разведки, что Россия разместила тактические ядерные средства на кораблях и подводных лодках Северного флота. На некоторых сняли с хранения. А вчера мы узнали, что одна из подлодок атомных получила боевое распоряжение выйти в район пусков ракет. Ну и теперь боевая готовность у них полная и 24-часовая готовность к пускам ракет, к применению средств ядерного нападения. Ну а теперь смотрите, какая вырисовывается ситуация. Дело в том, что и Запад не реагирует, обратите внимание, Запад даже не реагирует на эти все неплановые учения, выходы. Почему? Потому что это сегодня выглядит уже немного даже смешно. Объясню почему. Потому что Российская Федерация градус вот этого запугивания ядерным оружием она перегрела. Он уже остывает, он уже прошел свой апогей. Мы пугались и дергались летом, еще осенью даже. И разговоры про грязную бомбу, и разговоры про теракт на атомной станции, и все остальное. Сегодня это выглядит смешно, потому что, помните, как в сказке, мальчик прибегал, говорил, волки напали на стадо. Деревня бегала 3 раза, пыталась отражать нападение волков, а на 4-й раз, когда их не было, а волки не нападали на стадо. А когда они реально напали, уже никто не побежал. Вот. Поэтому здесь Путин стоит перед дилеммой. Дело в том, что если он просто сделает пуск ракеты баллистической в акваторию Тихого океана, в район Камчатки, как они это делали на учениях, то это будет выглядеть просто глупо. Очередной пуск очередной ракеты. А вот если эта ракета будет иметь ядерную головную часть, даже тактическую, то Российская Федерация первая в мире нарушит эмбарго на проведение ядерных взрывов. Наложен запрет на проведение ядерных взрывов, и он действует в мире более 30 лет. Если Путин такой смелый и готов пойти один против всего мира, или повести Россию одну против всего мира, то пусть попробует, сколько у него смелости. На это хватит. Я думаю, что реакция будет крайне негативная. Почему? Потому что 30 лет ни одно государство, даже Китай не решился, создавая ядерное оружие, они не провели ни одного испытания ядерного взрыва.
Все было теоретически, все в лабораторных условиях. Никаких полигонных взрывов произведено не было. Вот такая вот, я бы сказал, патовая ситуация, действительно патовая ситуация для Путина и его ядерной дубины. Поэтому, наверное, Запад и не реагирует на размахивание этой дубиной, понимая прекрасно, что если ты смелый парень, попробуй рискни. Какие будут последствия, думаю, что в страшном сне даже нельзя представить. Экономические, я имею в виду, и политические последствия для Российской Федерации. А если ты не страшный парень, то ты устал уже. Ты нас утомил уже своими запугиваниями и размахиванием ядерной дубиной. Как в этой. Держите меня 7, я его сейчас буду бить. Главное, чтобы он не бил меня. Вот по такому принципу. Ну что ж. Вот такие вот военно-политические новости произошли за прошедшие сутки в Украине и вокруг нашей страны. На этом мы первый раздел нашего видео заканчиваем. Я делаю по традиции паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, те, кто еще не подписан. Поставить лайк этому видео, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как обычно, по традиции, это ответы на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первым вопросом сегодняшнего дня будет довольно такой интересный вопрос. Как для непосвященных людей, влияет ли на точность огня самоходной артиллерийской установки угол поворота орудия относительно продольной оси кузова машины? То есть, когда самоходная, допустим, установка САУ выезжает на позицию, она приводится в боевое положение и поворачивает башню в направлении цели. Так вот, влияет ли эта разница между поворотом башни, направлением ствола и направлением оси машины? Нет, не влияет, сразу скажу. Почему? Потому что в башне есть отдельно прибор, командирский, через который ориентируется орудие в направлении на цель. И башни, как правило, на САУ вращаются на 360 градусов, если нет технических ограничений, то, допустим, как в САУ Арчер шведской, там нельзя, или в САУ Цезарь, там нету на 360 градусов, технически не позволяет конструкция поворачивать ствол. Но положение оси базовой машины абсолютно никак не связано с точностью ведения огня самого орудия. Сегодня услышал одного бывшего военного, он высказал мысль, что сейчас как воздух необходимый для фронта самоходные шведские минометы, что нужно их просить у западных партнеров. Говорил про то, что они очень помогли бы для защиты от мясных атак рашистов, а также для будущего контрнаступления. Не могли бы вы развить эту тему и рассказать про эти минометы? Привитание и привітання і жадання хуткай вам перемоги з Мінська. Слава Україні. Я думаю, почему я не могу, вроде як украинскую написано, а читается с трудом. Оказывается, это белорусский. Так вот, смотрите, действительно, есть очень хорошая разработка. Это шведско-финская разработка совместная. Финско-шведская, вот так. Самоходная, двухствольная, 120-миллиметровая, гладкоствольная, самозарядная, казенно-зарядная минометная башня. Именно башня. Она выполнена в качестве огневого модуля. Устанавливается либо на колесную базу, либо на небольшие катера. Минометная система 120 мм, гладкий ствол, мины заряжаются со стороны казенной части, обслуга 2 человека, но она самозарядная, то есть там автомат заряжания стоит, и она работает практически, можно сказать, в полуавтоматическом режиме.
Система управления огнем позволяет вести огонь как на больших углах возвышения, то есть в качестве миномета максимальный угол возвышения у нее 85 градусов, так и прямой наводкой. Минимальный угол возвышения минус 3 градуса, то есть стволы могут даже опускаться ниже горизонта на 3 градуса. Но стрельба прямой наводкой применяется только в случае самозащиты. Кстати, когда-то был лозунг даже в советской артиллерии, что это по итогам Второй мировой войны было записано в правилах стрельбы и управления огнем, что каждая артиллерия должна уметь вести огонь прямой наводкой для защиты. И мы отрабатывали такое упражнение, как прорыв танков на огневую позицию и отражение, или, допустим, внезапное отражение атаки танков. Так вот, эта установка может стрелять, но в основном только для самозащиты. А так она стреляет как миномет. В чем ее особенность? В скорострельности. Она может повесить 14, скорострельность ее 12 выстрелов в минуту этой установки. Но она может сделать одновременное попадание в цель 14 мин из 2 стволов. То есть это фактически дает эффект работы чуть ли не полноценной артиллерийской батареи. Когда начинается стрельба с максимального угла возвышения на максимальном заряде, дальше за счет автоматики ствол опускается ниже, заряд уменьшается и продолжается ведение огня, получается, что снаряд прилетает в ту же точку. И за короткий промежуток времени она может повесить, первая мина касается земли, а 14-я мина вышла из ствола. Понимаете, да? То есть на траектории висит 14 мин. Эти 14 мин одна за другой, бах-бах-бах, рвутся в районе цели. Практически одновременно они прилетают на интервал минимальный по времени. Они прилетают в точку прицеливания, и через 30 секунд этого миномета нет на позициях. То есть ему необходимо время 30 секунд для того, чтобы привести себя в походное положение и уехать с этой позиции. Все. Вот в этом ее, я считаю, главнейшее преимущество. Да, еще забыл сказать, что угол обстрела по горизонту 360 градусов. То есть башня вращается на 360 градусов. И этот огневой модуль, эту башню можно устанавливать на любую базу. Главное приспособить базу и подающий механизм для автоматического заряжания. Вот такой вот, он называется АМОС. Это аббревиатура сокращенная. Я не буду вам читать английское название, тут транскрипции нет, чтобы не коверкать слова. База на сегодняшний день Росомах STRF-90, Х-180, это бронемашины, 3- и 4-колесные шасси, на которые устанавливается этот миномет. Вот такая вот. Даже есть, вот мы разбирали с вами там миномет Патрия, вчера говорили об этом. Так вот, даже на базе машины Патрия тоже устанавливается вот этот огневой модуль АМОС с двухствольной минометной системой калибра 120 мм. Следующий вопрос сегодня буде такий. Те, що Захід підтверджує, що вони нас будуть підтримувати стільки, скільки потрібно, а чи враховують західні партнери, що в Україні набагато менший людський ресурс, ніж в Росії. Саме його може і не вистачити настільки, скільки потрібно. Да, конечно же, у нас население в 3 раза меньше, чем в Российской Федерации. Как минимум в 3 раза. Но вы же не забывайте, что мы на сегодняшний день свое преимущество будем иметь в оснащенности армии. То есть железо против мяса. Железо всегда выигрывает, как бы ни крутили. Поэтому Запад и дает нам сегодня западного образца танки, реактивные системы, артиллерийские системы, дает нам высокоточные боеприпасы. Я думаю, что в ближайшее время мы получим и ракеты,
в том числе и оперативно-тактические, и через пару месяцев можем получить и боевую авиацию, тоже западного образца. И вот это поможет нам разгромить российскую армию. Тем более вы не забывайте, что когда они нагоняют такое большое количество людей, возникает куча проблем с их содержанием и обеспечением. Ну вот я, допустим, скажу, что правозащитники там российские, которые пытаются глаз вопиющего в пустыне там, донести чаяния и проблемы российских мобилизованных, кстати, там жены или члены семей этих мобилизованных тоже в некоторых городах обращаются и в Министерство обороны, в военные ведомства, в другие источники о проблемах, о том, что там плохое снабжение в плане еды, очень большие проблемы. У солдат развивается вшивость, то есть не моются они, условия содержания там очень плохие. У них огромнейшие проблемы с медициной, медицинским обеспечением. И, соответственно, ну, их практически бросают в полевых условиях, и они живут где, кто, как может и сколько может. Так что, чем больше численность армии, тем больше проблем с ее содержанием и ее обеспечением. Поэтому я не думаю, что это такая критическая проблема, что у них там, да, наберут они, ну хорошо, вот они 400 тысяч нагнали на территорию Украины. И дальше что? И что эти 400 тысяч, ну наступают они на Донбассе, да? Продвигаются там километр в неделю они продвигаются, может быть, в лучшем случае, если мы не ходим в контратаке и не отбрасываем их обратно на исходные позиции. Так зато какие они потери несут с таким количеством людей. Так что это не проблема. Сегодня в сети появилось видео, на нем примерно 40 автобусов ЧВК «Вагнер» прибыло на запорожское направление. Учитывая, что ЧВК это наиболее боеспособные и мотивированные бойцы, готовится что-то масштабное. Что думаете на эту тему? Я думаю, что они готовятся к глубокой обороне. Они очень боятся нашего контрнаступления на запорожском направлении. Я не думаю, что они сегодня... Кстати, ЧВК Вагнера, по последним оценкам наших военных, в период, когда они штурмовали Солидар, численность ЧВК Вагнера оценивалась в 30-35 тысяч человек. На сегодняшний день считается, что ЧВК Вагнера пришло к своему первоначальному составу примерно 6-7 тысяч человек. То есть вот такие потери они понесли, больше им найм заключенных не разрешен, перехватило инициативу Министерства обороны Российской Федерации, вот, а они пользуются наемниками тех, кого еще могут вербовать через свои центры или через военкоматы российские, там, где им это еще разрешается, но там уже вербуются, там они считают, что это более подготовленные или профессиональные люди с боевым опытом, хотя таких в России осталось уже очень и очень мало. Вот. Особенно из тех, кто не прячется и еще желает подписать контракт с такой компанией, частной военной компанией, как Вагнер. Они пытаются на запорожском направлении уйти в глухую оборону и сделать из запорожского направления такой своеобразный укрепрайон. Потому что прекрасно понимают, что если мы там прорвем их оборону, то практически это будет обвал всей остальной обороны. Остальная просто может побежать, бросив все на свете, вот, и стараться переправиться в Российскую Федерацию, чтобы не попасть в плен, вот, и не погибнуть в этой мясорубке. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, насчет А-10, самолета «Бородавочник». Что там стоит за пулемет? Если он извините, ошибки грамматические, просто надо сформулировать мысль, чтобы вы поняли. Если он и против техники, и говорят, что если из него стрелять более 10-15 секунд, то самолет из-за отдачи чуть ли не останавливается в воздухе. Что это настолько мощное оружие, что влияет на
кинематику полета. Давайте так, значит, на штурмовике «Бородавочник» А-10 установлена, это не пулемет, это пушка, семиствольная автоматическая пушка 30-миллиметровая, то есть 30 миллиметров калибр этой пушки, имеет 7, это система Гатлинга, извините. Система Гатлинга, вращающийся блок стволов, через который идет стрельба 30-миллиметровыми снарядами. Снарядов около 1000, скорострельность ее там такая же, это самое, ну я вам сейчас скажу более. Прицельная дальность этой пушки 1200 метров. Кстати, эта пушка выводит из строя, она была рассчитана для того, чтобы иметь способность поражать танки Т-62. Она именно в тот период создавалась. Эта пушка, начальная скорость снаряда порядка более 1000 метров в секунду. И скорострельность ее 4000 выстрелов в минуту. Вот. Но, естественно, боекомплект намного меньше, стреляет на короткими очередями. Она не останавливает самолет, сразу скажу, но летчик чувствует отдачу. Когда он дает очередь из этой пушки, то самолет чувствует отдачу. Ну, чтобы вы понимали, кинематика этой пушки снижает тяговое усилие двигателей в 2 раза. То есть примерно пилот ощущает отдачу от этой пушки так, как будто бы у него заглох один двигатель. Там 2 двигателя на этом штурмовике. Вот такая сильная отдача. Но самолет не останавливается в воздухе. И, как правило, огонь из этой пушки ведется на довольно больших скоростях. Да, самолет сбрасывает скорость за счет ведения огня из этой пушки, но не останавливается и, конечно же, не падает. В какой-то степени это легенда, в какой-то степени это соответствует правде, то в плане такой мощной отдачи. Ну, 7 стволов, 30 миллиметров калибр, так что можете себе представить, что это за пушка. И пушка системы пулеметы работает по системе Гатлинга, то есть вращающийся блок стволов. В носовой части самолета под фюзеляжем располагается вот эта вот пушка на бородавочнике. Доброго вечора з хмарної Ірландії. Є питання, чув від військових, що траплялися такі випадки, що після ураження танку противника, наприклад, стугною або джевеліном, то після виводу з ладу танка і його екіпажу танк ще має можливість зробити постріл автоматично саме туди, звідки був спрямований луч наведення. Як зазначили військові, то тільки у тому випадку, якщо в нього залишилась вціліла башта та система наведення вогню. Наскільки це можливо, на яких це танках може бути та як це працює? Смотрите, ключевым тут является тот момент, что башня должна остаться целая, система управления огнем должна работать, и кто-то должен быть жив из экипажа, командир или наводчик. Лучше командир. Почему? Потому что командир имеет возможность вести огонь из пушки. При этом пушка должна быть танка заряжена, а командир должен успеть засечь место, откуда пускалась стугна или джевелин. Ну, джевелин засечь вообще нереально, потому что он не излучает ничего, он пустил и забыл, и уже там никого нет на том месте давным-давно после пуска. А стугна наша, да, у нее стоит тренога пусковая, и на ней оптический прибор, оптический прибор находится в стороне, в окопе, откуда оператор ведет наблюдение за полетом снаряда. Вот. Поэтому это возможно только в том, еще раз повторюсь, это возможно только в том случае, когда боевое отделение танка осталось целым. И экипаж башни, точнее члены экипажа танка, которые находятся в башне, остались живые и боеспособные.
Вот только в этом случае танк может сделать ответный выстрел в то место, откуда прилетел противотанковый ракетный снаряд от противотанкового ракетного комплекса. Во всех остальных случаях, если башня поражена, если, ну, допустим, если даже в моторный отсек попали и грохнули, или, допустим, и не работает станция электропитания, вот как на Т-64, там есть отдельно генератор электропитания, да, или, допустим, в результате попадания сгорела электропроводка, накрылись аккумуляторы, то вы уже ничего не сделаете из танка. Вы вручную можете произвести выстрел, но вручную, наведя перекрестие на прицел, но при этом дальность вы на глаз берете, поправку на ветер вы берете на глаз, поправку на другие там баллистические условия тоже на глаз. То есть это нет электрики, нету все. А привод башни не работает, башню наводите вручную, ствол наводите вручную. Заряжание ствола делайте вручную. Если повреждена башня, то может не работать какой-то из механизмов. Поэтому это нереально. Практически нереально. Еще раз повторюсь, если боевое отделение танка осталось целое, с запитанным, с рабочим питанием и рабочими приборами, и члены экипажа трудоспособны и не ранены, не контужены, то да, танк может произвести ответный выстрел. Если же хотя бы одно из перечисленных мной условий не соблюдено, то есть повреждено или выведено из строя, то о каком ответном выстреле вы можете говорить. Доброго вечора. Задавав це питання раніше. Чи відправляють примусово на передній край на нуль одразу з учбових частин тих, хто раніше не служив? Чи це відбувається поступово? Смотрите, сейчас уже система налажена таким образом, что никто на ноль сразу после мобилизации не попадает. Естественно, все проходят учебные подразделения, целый ряд там формирования потом воинских подразделений, подготовка и боевое слаживание. Я не хочу сказать, сразу отвечая на вопрос, не хочу сказать, что у нас все идеально и не бывает таких дичайших случаев, как вот сейчас гуляет в сети, что человек получил повестку и через 4 дня погиб на Донбассе. Как он оказался там за 4 дня, это вообще уму непостижимо, точнее, как так могла сработать система комплектования, почему он так оказался и насколько эта история правдива. Вот я бы еще такой вопрос задал на сегодняшний день, зная, что у нас даже некоторые блогеры страдают вот этим, иногда распускают информацию, которая потом, оказывается, не соответствует действительности. Ну вот как под Сумами стоит 10 тысяч российских войск. Это ж наши средства массовой информации начали распространять на основе там американского издания Times. А Times получила его от нашего военного. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Но сегодня попасть на передовую вот так вот просто без подготовки нельзя. А вот то, что вы пишете, даже вот в своем вопросе, вы же говорите, після учбового підрозділу. Если человек закончил учебное подразделение, это не важно, служил он до этого, не служил. Учебное подразделение предназначено для того, чтобы мобилизованный в этом учебном подразделении освоил военную учетную специальность и стал военнослужащим, который умеет выполнять определенные задачи согласно той специальности, которой он обучался. Вот после учебного подразделения попасть в часть, которая находится на нуле, в составе резерва, да, это вполне нормальная и вполне допустимая вещь. Так работает система комплектования, потому что те части, которые не выходят на ротацию, они получают пополнение там, на месте. А те, которые вышли на ротацию, их доукомплектовывают и обучают уже на полигоне в ходе самой ротации. Вот так примерно работает система. Но еще раз повторю, ничто в мире не идеально, и бывают, конечно, из ряда вон выходящие случаи, которые надо обращать внимание на эти случаи военного командования и требовать от них, чтобы они разобрались и в дальнейшем такого не допускали.
подскажите, можно ли против мясных волн использовать огнеметы? Существуют ли современные технологии? Нет, конечно же. Это ж правила и нормы ведения войны. Огнеметы относятся к негуманному виду вооружений и запрещены. У нас в составе вооруженных сил Украины огнеметов нет. В западных цивилизованных странах огнеметов нет. В Российской Федерации, да, тактические тяжелые огнеметные системы, ТОС, Буратино, пожалуйста, яркий пример. Этим видом вооружения. Там. Даже реактивный огнемет «Шмель», и тот, начиная точнее от переносных вот таких огнеметов типа реактивных огнеметов «Шмель», заканчивая тяжелыми огнеметными системами. Россия, да, никаких правил и норм войны она не соблюдает, никаких гуманных законов или ограничений в ходе ведения боевых действий Россия не соблюдает. У нас этого нет, еще раз подчеркиваю. Доброго времени суток. У меня вопрос. Воздушные шары, насколько я понимаю, зависят от розы ветров. И если вдруг во время ракетной атаки ветер будет не в ту сторону, которую им нужно, чтобы отвлечь или пересытить наше ПВО, и шары могут полететь в их сторону или еще куда-нибудь, и таким образом отвлечь их ПВО. Так ли это? Или шары могут направляться именно в заданную точку посредством моторов или электроники? Тогда ракетные удары должны происходить, когда ветер дует в сторону Украины. Спасибо. Ну, практически вы ответили сами, как обычно. В самом вопросе содержится 80% ответа. Шарами никто не управляет. Это инертные вещи, то есть они летят исключительно по розе ветров. Куда дует ветер, туда летит шар. И вы абсолютно правы, если, допустим, резко меняется погода и вместо циклона приходит антициклон или наоборот, и шар разворачивается и летит в другую сторону, куда его гонит ветер. И действительно, если происходит такая резкая смена погодных условий, то шар может развернуться ровно на 180 градусов и уже забить небо своими отражателями или своими отметками на радаре противника, на радаре ПВО противника. Поэтому вот такая вот картина. Они действительно, когда они используют эти шары, они смотрят на прогноз погоды. Ну, мы же знаем с вами, что прогноз погоды — это самое неблагодарное дело. Вот. В противном случае эти шары не имеет смысла запускать. Они улетят куда попало или вернутся и будут еще летать там над территорией самой России. Почему практически никогда нет обмена нашего гражданского населения, а их по ту сторону не меньше военных? Не кажется ли вам, что эта война изначально выгодна всем сторонам и планомерно затягивается? Просто бизнес ценой украинцев и русских. Никакого бизнеса нету. Вы абсолютно неправильно трактуете эту войну. Какой бизнес ценой украинцев и русских? Украинцы не собирались нападать на Российскую Федерацию. Мы не имели никаких притязаний ни территориальных, ни национальных, ни каких-либо других к Российской Федерации. Россия пришла захватывать нашу территорию, уничтожать нас как нацию и уничтожать нас как государство. Поэтому тут то, что для России это бизнес, да. Война, расширение империи — это бизнес, политический бизнес, расширение империи, а экономический бизнес — мародерство и грабеж, который творит российские войска на нашей территории, убивая, насилуя, грабя наших граждан. Вот это да, вот тут бизнес. Унитазы тащили, стиральные машинки и все. Вот это бизнес. Насиловали женщин, убивали стариков и детей. Вот это бизнес для Российской Федерации. Мы защищаемся, мы просто хотим, оставьте нас в покое, уйдите с нашей территории. Мы даже не притязаем, как когда-то у вас там Сталин кумир в Российской Федерации, Путин там боготворит его. Так у вас там всегда были принципы, что
как сказал Сталин, что врага надо добить в его логово, и погнал советские войска на Берлин, то мы не собираемся идти на Москву, чтобы вы понимали. Мы хотим выйти на границы 91 года и потом защититься от вас. Все, нам больше ничего не надо. Поэтому тут не надо российские нарративы толкать, что это бизнес, кто-то стравил два братских народа. Не-не-не. Не брат, черт нам не брат. Так что в этом плане я не вижу тут никакого. А почему нет обмена? Потому что у нас нет обменного фонда менять гражданских людей, понимаете? Потому что мы не захватывали и не захватываем гражданское население. И его тут нету российского. Кого вы пришли спасать? Там, как Путин говорит, российских граждан мы тут спасаем. Или... Так их тут нету, чтобы их спасать, этих граждан. Поэтому и обменный фонд гражданского населения, к сожалению, не проводится. Плюс вы же не забывайте, что Россия ж как поступает? Это ж государство-террорист, поэтому что они выходят на улицы, хватают людей и делают из них, и говорят, вот мы их будем менять. Мы их арестовали, или мы их расстреляем, или мы их будем менять. Понимаете, у нас нам не на что, у нас нет обменного фонда. Мы военных своих не можем толком вытащить, с обменным фондом довольно большие проблемы. Мы его стараемся набирать на линии фронта, но так как мы ведем оборонительные бои, то пополнение обменного фонда со стороны российских войск, то есть захвата российских военных в плен, это на сегодняшний день большая проблема. Вот когда мы пойдем в контрнаступление, вот тогда у нас будет, я так понимаю, что обменный фонд будет расти, будет довольно большой. Ну что ж, на этом, наверное, и вторую часть нашего с вами видео мы будем заканчивать. И остается у нас третья часть, это приветствия, комментарии и пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И вот первый же комментарий сегодняшнего дня будет по поводу вот этих двух понятий самолет и Мариупольское кладбище в городе Бахмут. И вот местное население написали, люди, кто знает, оказывается, самолет это место, где начинается трасса на Константиновку. На выезде из Бахмута стоит памятник Ил-76, там установлен самолет. Вот. И поэтому этот район называется Самолет. А что касается Мариупольское кладбище, это дорога на Клещиевку. И там улица Мариупольская. Вот, и там расположено кладбище. Поэтому его так называют. Вот видите, мы с вами... Еще раз повторюсь, что еще пару недель обороны Бахмута, и мы будем с вами знать город как свои 5 пальцев. Все особенности, все закоулочки, все уголочки и так далее. Но главное, чтобы мы его отстояли и нанесли как можно больше поражения российским войскам. Я служил во времена СССР на узле связи в ракетных войсках стратегического назначения. Там техника полный хлам. Думаю, с тех пор ничего не изменилось. Ну, ваши слова да богу в уши. Думаю, что да. Думаю, что в основном металлолом доживший, если они приехали захватывать Украину на технике, на которой установлены были старые советские аналоговые радиостанции, то я не удивлюсь, что техника и в частях РВСН оставляет желать лучшего. Значит, если срисовывать положение, маршруты источников радиолокационного излучения, значит этих генераторов должно быть много. Можно снабдить их примитивными волноводами, и это сделает их неотличимыми от реально сканирующих сектора. Время взлета самолета с дальним обнаружением нам известно. Значит, покажите ему калейдоскоп с массой активных систем. Скажу так, что такой опыт применяется опыт, в том числе, кстати, расстановки уголковых отражателей только на шестах над землей. Их расставляют, и они дают отражение, дают картину
размазывают, делают действительно калейдоскоп. Кстати, во времена Югославской войны, вот тоже там другой комментарий задавали вопрос, во времена Югославской войны использовали микроволновые печки. Снимали блокировку на микроволновых печах и раскидывали там удлинители и просто вот в поле где-то недалеко от дома выставляли ее с открытой дверцей и направляли вверх. Ну, так как микроволновки маленький, магнетрон там довольно слабенький, то это не принесло ощутимого эффекта. Ну, а вот расстановка, допустим, уголковых отражателей, которая действительно на самолете ДРЛО делает калейдоскоп. Все светится, все в точках, и оператору очень сложно понять, где стационарные цели, где ложные цели, а где настоящие цели. А разведывательные зонды использовали американцы в 60-е и 70-е годы для вычисления советской ПВО. Запускали их в Турции, Пакистане, Иране, и они пролетали через всю европейскую часть Советского Союза. Порой долетали аж до Норвегии. Но очень интересная информация. Я, честно говоря, знаю, что использовали шары, но вот так, чтобы долетали до Норвегии, это действительно удивительно. Так что не впервой с воздушными шарами, не впервой. Вот стихотворение. Ну, народ у нас в том числе и поэтический, и я уже неоднократно читал стихи, написанные зрителями, вами. Вот еще один стишок, который прислал один из зрителей, и звучит он следующим образом. «Ехал русский убивать, но его убили. Плачет, ноет его мать. Что ж творится в мире? Непонятно ведь за что, по какой причине. Ведь он ехал убивать, но его убили. Он же мира-то хотел, и по той причине просто ехал воевать, чтоб все мирно жили. И разрушив города, школы и больницы, мирно жили. До того не братья украинцы. Скажет батя, твою мать, не ищи причины. Если б сын наш был живой, не было б машины». Вот такое вот стихотворение написал один из зрителей. Ну, теперь надо уже писать стихотворение про шубу. Там же презентовали, что шубы будут выдавать. Вот, взамен. На Ладу Калина уже у государства Россия денег нету, так теперь вроде как шубы будут выдавать. Кстати, интересные там ситуации вокруг этих шуб возникают. Может быть, как-нибудь об этом поговорим. Дуже дякую. Очень много сайтов, ретранслирующих ваши выступления. Все сложнее и сложнее найти именно ваш. Как бы то же самое, но лайк и просмотр должен доставаться по праву вам. Приходится немножко потратить время, находя именно вас. Благодарю за ежедневные информативные и очень ценные выводы. Очень значимо. Смотрите, действительно, я много раз говорил о том, что смотрите, набираете Олег Жданов в поисковике и смотрите на количество подписчиков. Кстати, у меня YouTube авторизовал мой канал. У меня есть синяя галочка, вот эта подтверждающая подлинность канала. Если напротив в поисковике выпадает фамилия, если рядом с ней стоит вот эта галочка синенькая, значит, и это на сайте YouTube, значит, это канал подлинник. Заходите и смотрите всегда свежие видео. А вообще рекомендую вам подписаться на канал и нажать на колокольчик. Тогда вам будет появление каждого нового видео будет приходить уведомление о том, что оно появилось на канале. И вы спокойно заходите, по этому уведомлению вы нажимаете и попадаете сразу на моем канале, на то видео, о котором вам пришло уведомление. Да, я сотрудничаю с несколькими YouTube каналами, которые имеют намного большее число подписчиков, чем у меня, там миллионы подписчиков, но у нас договоренность, что они выкладывают мои видео с задержкой в 4-5 часов. Поэтому, ну и плюс еще они, как информационные каналы, они нарезают эти видео на отдельные сюжеты. Вот. Кстати, у меня на канале есть ссылки на другие социальные сети, такие типа как подкаст, как мой Facebook, где на подкасте вы можете все послушать. В аудиорежиме отдельно нарезан, там короткие видео, нарезаны отдельные вопросы, если
они вам нравятся. Но все равно общий список, вот вышло свежее видео, вы можете открыть на моем оригинальном канале, посмотреть перечень вопросов, выбрать какой вам понравится, и его тут же просмотреть и прослушать. Или там посмотреть на те ссылки, которые есть на титульной странице моего канала на YouTube. И там то же самое можно сделать. Но там уже будут короткие видео. Вот. А вообще ищите вот этот синий значок, синюю галочку подлинности канала. Тогда никогда не ошибетесь. И подписывайтесь, и включайте уведомления. Ну вот еще одно. В Бахмуте кладбище по улице Мариупольской. Стела с самолетом на западном микрорайоне при въезде с города Константиновка. С уважением, спасибо. Вам огромное спасибо за такую подробности местных достопримечательностей. Раньше я грустил, что в нашей стране и РФ все плохо и все развалено. Теперь я очень счастлив и очень горжусь коррупцией и воровством во всем, что и приводит сейчас к полному развалу всего и окончанию фашизма, как в отношении соседей, так и в отношении собственного народа. Скорее бы уже очнулось население и выкинуло телевизор. Вот такое вот пожелание от россиянина. Точнее, комментарий. В 1983 я проходил повышение квалификации в учебном центре. Там же обучались представители Северной Кореи. Был казус. Послушные северокорейцы забастовали, наотрез отказались получать пропуска. Оказалось, что бюро пропусков для форматирования фото обрезало значок Ким Ир Сена на груди этих военных, за что им положена почти смертная казнь. Офигеть. Но активность северокорейцы не фантом. Да, они действительно активные довольно, и так их жизнь заставляет, это правда. Но вот насчет значка я абсолютно не удивляюсь, зная о том, какая атмосфера царит в этой стране. И это в 21 веке. Они живут по талонам, впроголодь. Военную форму носят там практически до конца жизни. Почему? Потому что купить гражданскую одежду они не могут себе позволить. А служат все. И мужчины, и женщины. И срок службы там просто огромный. По-моему, женщины до 7 лет или мужчины 7 лет служат. Ну там катастрофа. Там половина страны это армия. Половина страны. А вторая половина это старики и дети. А женщины и мужчины все служат обязательно. И вот всю форму, которую они накопили в армии, они потом носят практически до конца жизни. Это просто... Ни один ужастик Голливуда не покажет весь трагизм ситуации, которая сегодня происходит в Северной Корее. Люди, которые говорят нам, что Россию хотят ограбить и вывести ее богатство за рубеж, и люди, которые уже 20 лет грабят Россию и вывозят ее богатство за рубеж, это одни и те же люди. Ну, может быть, наверное. Хорошо, что мы не граждане России, а граждане свободной и демократичной страны под названием Украина. Ну что ж, вот на этой позитивной ноте я на сегодняшний день закончу свой видеообзор оперативной обстановки. Я благодарю вас за ваше время, за то, что вы его уделили, за ваше внимание, что вы досмотрели это видео до конца. Еще раз напоминаю, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы приходили уведомления. Если это видео вам понравилось, поставьте лайк, тогда его смогут увидеть большее количество людей. Оно поднимется в топе YouTube и в поисковике будет находиться первым, для того, чтобы вы могли увидеть оригинал. Огромное спасибо спонсорам и тем, кто поддерживает мой канал. Благодаря вашей помощи и поддержки у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Ну а мы с вами по традиции продолжаем верить вооруженным силам України. Перемога за нами. Слава Україні!